Итак, я приехала в Вену, летя в первый раз российскими авиалиниями. Когда мы приземлились, люди начали хлопать. Я слышала об этом, но никогда еще не встречала. Вот такой вот Airport Train, который за 16 минут доезжает до города, когда это расстояние 23 километра обычно на транспорте в полчаса преодолевается. Но почему-то все остальные на другой платформе, у меня ощущение, что я не туда пришла. Мне сказали, третья платформа. Я на третьей. Все нормуль, он приехал. Сосисочку. Ее звать вот так. Недешево, но она огромная просто. Я сейчас обожрусь. Очень вкусно. Я думаю, на то колесо обозрения вон оно. Ну, раз она шевелится, значит, наверное, все-таки она работает. Осталось только кассу найти. Не очень, конечно, многолюдно в такую погоду. Сопровождается очень интересными экспозициями. Наверное, это собор Святого Стефана. Кстати, вот я. Здравствуйте. Да еще что-то двигается. Вот это такая же башня, с которой Илья его прыгнул. Передо мной дверь сама открылась. Йо. Самый крутой зал. Еще один Джонни Депп. О, если брать так по чесноку, то музей Мадам Тюссо в Амстердаме мне гораздо больше понравился. Здесь больше ориентировано на местных людей, которые повлияли на историю Вены. Не было никаких марвеловских чуваков. В гайдах про Вену мне обещали русскоязычный аппарат, но ни хрена что-то не пошло. Так, ура! Я теперь 24 часа смогу ездить. Сердце города, у нее 2 смотровые башни, и в отличие от Нотр-Дама, одна из них хотя бы оборудована лифтом. Сейчас попробуем туда сходить. Брат-близнец малыш. Брат-близнец большиш. Ох. А это еще внутрь я не зашла, у меня уже такой восторг. Что у меня внутри будет, ребят? По-моему, из 23 тысяч пазлов. Что-то около того. Да, тут есть сетка, поэтому придется вот так показать.
Нереальная детализация. И проходы тут, нужно сказать, пошире, чем на Нотр-Даме. Тут может любой ширины человек пройти. Вау, смотрите, тут на стороне. Сколько конюшек. Название улицы мне повиделось Габен. Это Грабен. Еще один Rich Life. Тиффани. Мне хотелось бы выпить кофейку, и сделаем это в рекомендованной точке. Из ограниченности своего времени не смогла дождаться. Простая арка. Вот такая красотища тут. Каждая скульптура это только кого-то тырит. Та-та-та-та. Смотрела на библиотеку. Посмотрю хоть на Хофбург снаружи. Тут я поняла, что, может быть, я все-таки не права, и музей будет работать, потому что я вход не тот нашла. Двери сами открываются, после тебя закрываются. Хогвартс какой-то. Но единственное, что в библиотеку Хогвартса я все-таки не попала, потому что милый молодой человек на кассе сказал, что я неловко, действительно. Там закрыто, и именно на сегодня там что-то emergency случилось. Я такая, ну ясно, спасибо. Будет открыто завтра. Я такая, спасибо, завтра меня уже не будет. Ну ладно, любуемся красивыми зданиями. Сейчас у меня еще несколько пунктов, а потом надо будет найти какую-то кафешку посидеть. Ну, когда я уже обойду все свои намеченные точки. По дворцам гулять в такой сезон это не очень круто, потому что они будут не очень красиво выглядеть. Сейчас сыро, относительно мокро, и явно люди там не гуляют, фонтаны не работают, все не так классно, как могло бы быть. Надо летом приезжать. Ну, как говорится, feels bad. Почти это. Смотрите на него. На Катюшу похоже. Повезло, здание парламента тоже закрыто. Хотели все подреставрировать к моему приезду, но чуть-чуть не успели. Я говорю, что тоже на реставрации. Пипец. Банк Гринготс. Я как неправильно. Я могу убегать туда. Я честно попалась. Быстро потемнело, мне находите. Я купила какую-то водичку со вкусом шприц. Не очень, вот честно. Если будет выбор, не берите.
нашла свои любимые грибы в сочетании с шницелем. Но тут я встречаю вот это. Ну вот и как? Ну вот и как мне выбирать? В общем, оказалось, что Гарри Поттер — это разряд меню для детей, поэтому мне это облегчило жизнь. Просто, к слову, порция будет огромная. Вот вилка вам фускейл, как говорится. Пища богов, отвечаю вам. Видела, что у меня, оказывается, есть свой Валера. Валера, настало твое время.